Всем привет! Сегодня готовлю маковую начинку. Давайте готовить вместе. А для начинки нам понадобится мак, естественно. У меня 1,5 стакана мака, вот, или 1,5 чашки. Отправляю его в миску. И обязательно надо его промыть. Заливаю обычной водой и размешиваю. Все ненужные фракции должны всплыть наверх. Сейчас немножечко он намокнет, мак, и хороший мак осядет, а то, что не нужно, будет сверху. Вот посмотрите, мак осел весь, а сверху остались вот ненужные, мусор, в общем, остался сверху. Этот мусор мы убираем. Таким образом мы моем мак и освобождаем его от мусора. Так я очистила мак, несколько раз я сливала воду, заново наливала. И еще раз вот проделываю ту же самую операцию. И этого будет достаточно. Вода чистая. Сейчас мак осядет. И надо его процедить. У меня есть вот такое мелкое сито. Я буду через него пропускать. Если нет мелкого сита, то можно на обычное положить марлечку, в 2-3 слоя сложить и через него процедить, через эту марлю процедить. У меня начинки много, я частями буду. Вот так слегка отожму. И отправляю в кастрюльку. Процеживаю весь мак. Я сполоснула эти же чашки, в которых был мак. И наливаю сюда столько же молока, сколько было мака. То есть 1,5 стакана мне надо. 1. Жирность молока тут не важна. Я знаю, что многие готовят другим способом, на воде, запаривают. Но из всех способов мне кажется, что этот один из самых вкусных. Я делаю так маковую начинку. Вот так, 1,5 чашки, так же, как и мака, налила молока. И отправляю теперь его на плиту, на медленный, на тихий ход газа. Что у вас плита там электрическая. В общем, на тихом ходу надо выпаривать это молоко. Включаю тихий ход и ставлю. И обязательно помешивайте, постоянно помешивайте мак, чтобы он не прилип к кастрюле, чтобы молоко не убежало. Обязательно надо помешивать. Сколько по времени займет, я вам скажу. Вот буду смотреть, засеку время, за сколько у меня выпарится все это молоко. Но учитывайте дозу, да, мака и молока. Чем больше, естественно, тем дольше будет все выпариваться. Молоко уже закипело, оно уже начинает выкипать. Появился характерный запах мака, очень вкусный, очень приятный. Мне кажется, именно в молоке мак очень хорошо раскрывает свой вкус. В воде он так не раскрывается. Ну, это мое мнение. Все, продолжаем помешивать и готовить нашу начинку. Молоко у нас впитывается в мак, испаряется, мак увеличивается, разбухает. Продолжаем варить. Ну и раз уж я показываю вам маковую начинку, естественно, я какое-то изделие должна вам показать с этой начинкой. В предыдущем видео я готовила краффин и пирог.
очень вкусно вот с этой маковой начинкой получается эта выпечка. Но сегодня я хочу вам кое-что другое показать, так что оставайтесь со мной, будем действовать дальше. Нам надо приготовить дрожжевое сдобное тесто. Для него я беру 2 яйца. Сюда же отправляю сахар. У меня сахара 90 грамм. Ну, все пропорции, как всегда, я напишу в описании под видео. Смешиваю немного сахар с яйцом. Теперь сюда же отправляю 200 мл теплого молока. Ни в коем случае не горячего, не холодного, теплого. Сюда же отправляю дрожжи 7 граммов. Сухих, быстродействующих. Если вы хотите с дрожжами живыми приготовить это тесто, то в 3 раза больше берите, 20-21 грамм. Отправляю сюда растительное масло без запаха, у меня 40 миллилитров. Щепотку соли. Все перемешиваю. И теперь буду вводить муку. Муки уйдет примерно 350 граммов, но вы уже знаете, что мука вся разная, поэтому с осторожностью добавляйте и смотрите по своей муке. Я буду сегодня тесто замешивать в миксере. Можно, естественно, вымесить руками. Сначала я вот так венчиком часть муки, а потом отправлю в миксер. И еще отправляю муку сюда. И все, несу работу миксеру. Все, тесто готово. Вот такое оно. Больше муку добавлять не буду. Оно вот такое мягенькое, приятное. Я смазала миску маслом без запаха и отправляю сюда, чтобы потом видеть всю эту красоту, когда тесто поднимется. Тесто переложила, накрываю его пленкой, пакетом. Надо пакет сегодня. Накрываю тепленьким полотенчиком и отправляю на расстойку, примерно на час. Посмотрите, начинка уже готова. Очень важно, чтобы она у вас не пригорела. Для этого берите обязательно антипригарную кастрюльку или с толстым дном, чтобы ничего не прилипло и не пригорело. И, конечно же, мешайте, особенно в конце, уже не отходите, когда начинает уже подкипать, прикипать вот этот мак внизу. Никуда не отходите, уже постоянно помешивайте до полного выпаривания молока. И еще вот силиконовой лопаточкой тоже это очень удобно делать. Все, наша начинка, вернее часть, которая готовится на плите, готова. Теперь продолжаем готовить нашу начинку. С плиты забрала, отправляю сюда. Я специально взяла опять ту же чашку. И добавляю столько же, сколько было мака, сколько было молока, столько же добавляю сюда сахара, то есть 1,5 чашки. Сюда же я добавляю масло мягкое сливочное. Ну, в принципе, мягкое, не мягкое, неважно. Просто у меня пока мак готовился, варился, оно стало мягким. И, кстати, мак я варила, у меня ушло 1 час 50 минут в общей сложности на варку мака. Добавляю сюда же чайную ложку ванильного сахара для аромата. И все это хорошенечко перемешиваю.
Все это я размешала, и теперь буду блендером измельчать все это. Если нет блендера, можно пару раз прокрутить на мясорубке. Вот такая маковая смесь у нас получилась, маковая начинка. Посмотрите, какая она. Запах не передам, конечно, аромат. Ну вот на вид она должна у вас выглядеть вот так. Все, наша начинка готова. Кстати, в таком виде ее можно уже переложить в контейнер и заморозить, и использовать, когда нужно будет. В холодильнике она тоже может полежать пару дней, если вам не сегодня. Пару дней спокойно полежит. А так в морозилке пару месяцев тоже спокойно полежит. И посмотрите, наше тесто за это время уже тоже. Посмотрите, как подошло. Вот такое у нас. Оно у нас пушистенькое. Я его сейчас один раз обмину. И оставлю еще ненадолго. Второй раз тесто будет подниматься быстрее, как всегда. Оставлю еще его еще раз подняться. Прошло еще полчаса. Посмотрите, тесто поднялось второй раз. Сейчас я надену перчатки. Перекладываю тесто на коврик. Посыпала его предварительно мукой немного. Ничего в миске не оставляю. Все тесто забираем. И теперь я буду наше тесто, вернее из нашего теста формировать четырехугольник. Мне нужен не квадрат, я делаю прямоугольник. Подтягиваю, выравниваю уголочки, выпрямляю. Стремлюсь к прямому углу. Ну так просто, чтобы был прямоугольник. Или более-менее похожая форма на прямоугольник. Подровняла, у меня получилось 44 длина и ширина примерно 35 сантиметров. Теперь вернемся к нашей начинке. Начинку, которую я сварила, этой начинки, конечно, много маковой, да? Я ее вот визуально разделила на 3 части равные. Мне понадобится 1/3 от этой начинки. И что я делаю? Беру яйцо. Мне нужен белок от яйца. На данном этапе, в данный момент. Желток нам тоже пригодится. Белок и щепотка соли. Это уберу. И щепотка соли. Немного его слегка взбиваю. Желток пока в сторону. Все, белок взбила.
И сюда отправляю начинку маковую. Как я и сказала, третью часть от той, что я приготовила. Все пропорции, все я напишу в описании под видео. Сколько чего у меня уйдет именно вот на эту порцию булочек. Все это перемешиваю. Такая прекрасная начинка у нас получилась. Белок я добавляю именно в конце, уже вот когда на тесто его буду начинку размазывать перед этим. Все, начинка готова. Теперь я буду наносить ее на тесто. Мне тесто надо визуально тоже поделить вот так. Да, на 3 части примерно. Я немножко ошиблась. Вы будьте умнее меня, намажьте начинку на среднюю часть. Аккуратно складываю. Теперь вот так слегка приминаю, разравниваю. И оставшуюся начинку наношу на эту часть. Количество начинки регулируете, конечно же, по своему вкусу. Больше, меньше, это как вам нравится. Разровняли. Теперь эту часть поднимаю на эту сторону, вот так, отсоединяю. Я скрепляю все края, вот так. Вот этот край можно чуть-чуть вот так придавить, чтобы воздух лишний, если есть, вышел. И я ее сейчас еще раз переверну. Оп. Вот так. Вот такая заготовочка у нас получилась. И теперь мне надо, я вот так прям разверну. Я взяла противень, застелила пергаментной бумагой. И теперь надо мне разделить наше тесто на полосочки. Ну, примерно на одинаковые. Я режу ножом для пиццы. Самое удобно. Так. Сейчас посмотрю, сколько получится. Можно вот так пометить сначала. Думаю, вот так будет. Буду резать от края тогда сразу. Вот я отметила. И теперь буду отрезать. Вот так. Аккуратненько. Я отрезала вот полосочку. Теперь вот так перекручиваю. Как бы жгутик делаю. И в кружочек буду соединять. И вниз. И вот такие буду формировать булочки. Вот так скручиваю. Вот так. И вот так под низ. Оп. Скручиваю. И вот так. И последнюю булочку скручиваю. Тесто поднимается уже прямо в руках. Я специально не добавила больше муки, чтобы они были пышнее. И вот так. Вот у меня получилось 12 булочек. Одна крайняя вот такая начинка внутри.
Оставляю их еще, сейчас накрываю салофаном и оставлю еще растаиваться. Прям тут на столе. В это время уже можно включить духовку на 180 градусов, пускай разогревается, пока булочки подойдут и духовка разогреется. У меня прошло 25 минут. Булочки поднялись. Посмотрите. Вот. У нас остался желток. Сюда я добавила чайную ложку молока. Размешиваю его с молоком. И, как вы поняли, буду покрывать наши булочки этой смесью. Вот так аккуратненько наношу желточек. Таким образом покрою все булочки этой смесью. Я перенесла несколько булочек на другой, на второй противень к этим, а то они не на шутку разбушевались. Чтобы не слипались, чтобы все оставались красивыми, аккуратненько перенесла. Все, и отправляю. Эти пока мазать не буду, они пойдут второй партией. А эту партию уже отправляю, как я сказала, в духовку, разогретую на 180 градусов. Встретимся после готовки. Первая партия булочек у меня уже подходит, и я начинаю смазывать вторую партию. Ждем еще 15 минут. И вторая партия наших булочек готова. Ну и посмотрите, какая у нас красота получилась. Посмотрите. Правда красиво? Только напишите, что некрасиво. Обижусь. Ну и, конечно, хочу показать вам, как внутри. Посмотрите, они прям невесомые булочки. Легкие, воздушные, пышные. Посмотрите. Видите? Пористые, с начинкой маковой. Конечно, попробую. Очень вкусно. Сразу хочется молока налить, и с холодным молочком прям больше ничего не надо. И снизу они вот такие. Видите, красивые, нигде ничего не подгорает. Шикарные. Видите, они какие. Пружинят. Сегодня мы с вами приготовили вот такие красивые вкусные булочки. Попробуйте, вам понравятся. Они очень-очень вкусные. И что мне в них нравится, они прям как пух. Кстати, начинку можно не обязательно маковую, если вам не хочется возиться с маковой начинкой. Можете любую красивую начинку сюда вкусную. И тоже будет с этим тестом очень вкусно. И еще что хотела сказать. Маковая начинка, конечно, она занимает время много. Это не сложно, но это занимает время. Вам надо находиться часа 2 примерно, да, хотя бы рядом с этим молоком с маком и следить, чтобы не убежало, не прикипело. Но поверьте мне, это того стоит. Кстати, я хотела показать. Вот остаток начинки я разделила на 2 части. Вот в такие контейнеры. Видите, уже подмерзли, я уже в морозилку отправила их. И все, а потом, когда надо будет, я заранее их просто разморожу, и уже мне не надо будет возиться. Поэтому, если вы варите маковую начинку, варите сразу побольше, чтобы потом уже у вас не занимало это время. Ну и, конечно же, эта начинка будет в разы вкуснее, чем ту, что вы купите готовую в магазине. Даже сравнивать не буду. Ну, в общем, я хочу на сегодня с вами попрощаться, сказать всем, кто подписался, большое спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.